Всем привет! Вы на канале Button IT и с вами Саня. В этом видео я покажу, как удалить трофеи на вашей PS4. На консоли нельзя просто зайти и удалить ненужные трофеи. Это невозможно, поэтому придется использовать лайфхаки. Есть как официальный путь удаления, так и неофициальный. Я начну с официального метода, который по сути является некоторой лазейкой. Правда, с ним тоже не все однозначно, но зато он работает на всех версиях прошивки. Официальный способ. Данный метод достаточно трудозатратный. В моем случае консоль с прошивкой 7.55, но это не имеет особого значения. Лазейка, которая нам поможет, связана с созданием и восстановлением резервной копии. Но перед началом хочу сказать, что вам нужно иметь активированный аккаунт в PSN. Для этого владельцам актуальной версии надо просто зайти в PSN, а тем, кто использует Hen, можно воспользоваться офлайн-активатором. Про него я снимал отдельное видео. Подсказка сверху и ссылка в описании. Если в управлении учетной записью вы видите не один пункт, а много, ну вот как у меня, то значит ваш аккаунт активирован. В настройках спускаемся в самый низ. Заходим в пункт «Система». Находим пункт под названием «Создание резервной копии и восстановление». Тут все максимально понятно. В первом пункте создаем бэкап, во втором мы его восстанавливаем, а в третьем удаляем ненужные копии. Ну и давайте создадим копию. PS4 поддерживает жесткие диски в файловой системе FAT32 или EXFAT. По поводу NTFS не знаю. В моем случае жесткий диск разбит на два раздела. Выбираю тот, что в EXFAT. Вот о чем я и говорил. Нам пишут, что трофеи моего аккаунта не синхронизированы с PSN. Тут прямо это не пишут, но по факту нас предупреждают, что не синхронизированные трофеи будут утеряны. Дело в том, что в резервную копию попадает абсолютно все, кроме трофеев. И вы, наверное, уже поняли, что этим методом удаляются абсолютно все трофеи от всех игр. Выборочное удаление в данном случае недоступно. Тут вы можете выбрать, какие данные хотите скопировать. В приложениях нам дают возможность выбора. Сейчас я не буду подробно останавливаться на этом. Полный процесс бэкапа можете посмотреть в этом видео. Подсказка сверху и ссылка в описании. После того, как бэкап будет создан, заходите в пункт «Восстановить данные PS4». Перед вами появится ваш бэкап. Выбираем его и внимательно читаем, что тут написано. Если кратко, после восстановления на вашей консоли будут только те данные, которые зашиты в бэкап. Естественно, я сейчас не буду восстанавливать свой бэкап. Могу сказать, что будет то же самое, что и при его создании. Несколько перезагрузок и полоска восстановления. Недавно я восстанавливал свой бэкап. Именно поэтому у меня нет трофеев. Так что способ точно работает. Проверено лично. А трофеи от Соника я получил уже после того, как восстановил копию. Минусы. Первое. Вам нужен жесткий диск. И причем большого объема, чтобы туда поместилась ваша резервная копия. Второе. Вам нужно много времени, собственно, чтобы создать и восстановить эту копию. Третье. Нельзя удалить трофеи выборочно. Удаляется абсолютно все. И четвертое. Есть риск, что при заходе в сеть ваши трофеи синхронизируются с PSN, и вся эта затея пойдет на смарку. Уже на этапе монтажа узнал, что удалить трофеи возможно, но у вас должно быть обязательное подключение к PSN. Однако способ все равно какой-то мутный, но ссылочку на эту статью я оставлю в описании. Данный ролик рассчитан больше на офлайн аудиторию со старой прошивкой, поэтому, как всегда, к нам на помощь приходит неофициальный способ. У него нет этих минусов. Правда, для него вам будет необходима консоль с расширенными возможностями и доступом к файлам на жестком диске. На моей версии прошивки такое сделать возможно. Для этого подойдет FTP-соединение или файловый менеджер PS4 Explorer. Необходимо пояснить, что трофеи невозможно удалить никакими стандартными методами, но кроме хитрости с бэкапом. Сейчас наша цель – удалить трофеи от Соника. Собственно, на примере этой игры я и буду все показывать. Для начала вам нужно активировать FTP-соединение. Для этого надо активировать Gold Hen или обычный Hen, а потом еще и Preloader FTP. Потом переходим на ПК. Сейчас подключился к PS4. Перед нами корень жесткого диска. Перед началом хочу сказать, что лучше сделайте копию всех файлов, которые мы будем сейчас удалять. Это на случай, если что-то пойдет не так. Если у вас активированный аккаунт, то структура папок должна быть такая же, как и у меня. В самом низу находим папку User. Заходим. Тут нас будет интересовать две папки. Это Home и папка Trophy. Собственно, начинаем с нее.
Доходим вот до этих папок. И тут главный минус этого способа. Я так и не понял, как понять, какая папка относится к интересующей нас игре. Могу сказать, что папка NPVR04914 относится к Playroom. Соответственно, вторая — это Sonic. Эти номера не имеют ничего общего с кодом диска. Также я пробовал вбивать их название в поисковик, но это ничего не дало. Я, конечно, выработал один косвенный метод, который поможет сузить круг поиска, но точно найти нужный код он не позволит. Пока просто условимся, что вот эта папка с Соником. Удаляем ее. При этом на консоли произойдут вот такие изменения. Однако трофеи все равно будут доступны. Видимо, те файлы отвечали за картинку в этом меню. Поэтому мы продолжаем удаление. Переходим в папку Home. Тут у нас лежат вот такие папки. Теперь про мой метод поиска нужной игры. Я знаю, что код диска Соника вот такой. Если покопаться в этих папках, то код диска Соника вы сможете найти только в какой-то одной папке. Надо проверять папки Save Data. Вот вы видите, что нужной нам папки с кодом диска Соника тут нет. Я уже предварительно поискал, и у меня нужная папка имеет окончание 31. Заходим. Если зайти в Save Data, то тут мы среди прочего увидим папку с кодом диска Соника. Значит, именно в этой папке есть трофеи, которые относятся к нему. Заходим в папку Trophy. Сначала заходим в Data и снова видим знакомые нам коды. В данном случае мы знаем, что папка с окончанием 914 относится к Playroom. Значит, вторая — это папка для Соника. Внутри видим вот такие файлы. По названию понятно, что они относятся к трофеям. И как вы понимаете, нам надо ее удалить. Теперь мы удалили само тело трофеев, но это еще не все. В этой же папке Trophy заходим в папку DB. Видим вот такой файл. В нем прописано отображение трофеев, которых по факту уже нет. Удаляем этот файл. И теперь возвращаемся к консоли, чтобы посмотреть результат. Это видео не имеет аналогов. Данный способ придумал лично я. Так что с вас лайк за уникальный контент. Сейчас перед нами меню с трофеями. Они уже удалены. И теперь нам необходимо перезайти сюда, чтобы данные обновились. Немного погоняю консоль по меню. Теперь можно возвращаться. И да, ура! У меня получилось! Способ действительно работает. Это успех. Однако скептики наверняка скажут, что удалилась только картинка, а потом трофеи вернутся. И еще есть непонятки с сохранениями. Что ж, для вас я запущу игру и посмотрю на все это. Сразу поясню, что сохранение, на котором я получил приз, удалено, и позже было создано новое. Но как вы все знаете, создание нового сохранения не влияет на призы. При запуске игры трофеи должны появиться снова. Сохранения с нулевым прогрессом работают. Выходим из игры и закрываем приложение. Смотрим призы. Так, они не появились. Странно. Возможно, данные еще не обновились. Но на всякий случай запущу игру еще раз. И практически сразу закрою. Смотрим еще раз. Да, призы появились. И как вы видите, они с нулевым прогрессом. Трофея, который был выбит мною специально для этого ролика, тут больше нет. Полностью чистые трофеи. Думаю, сейчас сомнения всех скептиков были развеяны. Но проблема поиска игры все портит. Было бы здорово, если кто-то собрал бы базу кодов трофеев, чтобы можно было без труда отыскать нужную папку с нужным трофеем и удалить его. Ну или написать софт, который сможет это делать без вмешательства человека. Если у вас нет компьютера, то вы всегда можете воспользоваться PS4 Explorer, чтобы достигнуть этого же результата. Действие с трофеями можно проделать и в обратном порядке. Для этого скопируйте папку Home и Trophy на вашу флешку. После переустановки прошивки или замены жесткого диска просто восстановите свою резервную копию и после этого верните папки Home и Trophy на их место. По идее, это должно помочь сохранить трофеи на старой прошивке. Неофициальный способ очень сомнителен, и я не советую его использовать. Этот способ создал лично я по мере создания ролика, и поэтому там могут быть некоторые подводные камни, о которых я пока не знаю. Но если вдруг захотите это сделать, то пожалуйста, перед всеми действиями сделайте бэкап. Как обычно, вот мой инстаграм, а ссылки на донаты в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.